Всех приветствуем! В эфире студия Delay, студия ручного кружева. Сразу же скажу для тех, кто будет это потом смотреть в YouTube, это прямой эфир, где мы болтаем, где мастер-классов мы не показываем. Если вы хотите увидеть мастер-классы, оставим ссылочку в описании, вы можете пройти бесплатные уроки от нашей студии. А здесь это такой эфир, который мы проводим каждый четверг. Мы разговариваем о вязании, рассказываем про нашу работу. Наши мастера включены в эти прямые эфиры. Наш главный мастер Раиса Демидова отвечает на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, приходите в наш телеграм-канал. Здесь вот мы проводим такие подобные эфиры. Коротко, чем мы здесь занимаемся. Мы преподаем мастер-классы по вязанию крючком в технике ирландского кружева. Создаем манекен-изделия для мастеров, чтобы они могли воплощать свои задумки по изделиям. И создаем изделия на заказ. Это то, с чего мы начинали и решили потом пойти в обучение по нашей авторской методике, чтобы нарастить команду и с этой уже командой выполнять изделия быстрее. Напоминаю, что каждый четверг у нас проходит прямой эфир, вот так, как здесь, в 5:10 по Москве в нашем телеграм-канале. Чтобы не пропустить подобные эфиры, подписывайтесь на нас. Страница в Телеграме называется также Delay Studio, как и в YouTube. И если вы подпишетесь на кнопочку новости, то не будете пропускать бесплатных марафонов, бесплатные мастер-классы и подобные прямые эфиры. Напоминаю, что у нас есть мастер-класс «Новичок». Прохождение по нему ограничено 1 месяцем. Ссылка будет на мастер-класс в описании. Это небольшие 15 уроков, в которые входят основы по вязанию крючком. Также у нас есть монеты, которые вы можете зарабатывать, проходя данный мастер-класс, и в дальнейшем эти монеты в нашей студии обменивать из предложенных в каталоге мотивов бесплатно получаем. Но обязательное условие – это выполнение домашнего задания. Есть и большие мастер-классы, такого плечевого характера, мастер-класс «Болеро». Набор группы уже планируется весной следующей, сейчас мы набрали группу в октябре. Мастер-класс «Жакет». Сейчас можно присоединиться еще к группе, о нем расскажу чуть подробнее. Мастер-класс состоит из 26 мотивов, 53 видеоурока в него входит, суммарно 44 часа контента. Техническое задание от 42 до 58 размера, где указано точное количество, каких мотивов идет на какой размер. 36 PDF-файлов по фотоинструкции с описанием, и мы будем добавлять и добавляем постепенно схемы каждому из мотивов. Присоединиться к этому мастер-классу можно 28 ноября. Оставим ссылочку на мастер-класс, описание, программы, тарифы. Все под этим видео, чтобы вы ознакомились. Напоминаю, что все наши обучения проходят в личной нашей платформе студии. У каждого мастера есть свой личный кабинет. Платформа доступна с телефона, компьютера либо планшета. Доступ к урокам у вас остается навсегда. Единственное, что вот ремарка, поддержка, да, там, например, прямые эфиры, возможно, это не навсегда, мы не вечные. Поэтому рекомендую вам посещать прямые эфиры, потому что все в этой жизни когда-нибудь заканчивается. Разработать для вас также и каталог по отдельным мотивам. Может быть, вы не хотите проходить полное обучение, но какой-то мотив вам приглянулся, и вы бы его хотели в свой арсенал заполучить. Можете приобрести в розницу мотивы по отдельности. Тоже ссылочку на каталог оставим под видео. Недавний завершенный проект нашим мастером год назад, где-то в ноябре 2023 года, мастер Нелли Аляева начала свою работу. Она связала жакет, связала его за 1 год. Пряжи пеликан и канарис. Вот она пишет, что на мой размер 52 и рост 150 сантиметров ушло 15 мотков пеликана плюс 3,5 мотка канариса. Обратите внимание, что здесь она очень так интересно поиграла с сеточкой. Мотивы выглядят там более по тону темнее, да, а сеточка более светлее. Мне кажется, это даже такой интересный ход, можно играть с кружевом. Напоминаю, что у нас недавно прошел марафон толстым крючком. Он состоял из 4 мотивов.
Приурочен он к запуску группы мастер-класса «Толстушка», которая, кстати, стартует уже завтра. Завтра вечером напишем все в группе, все подробности, кто уже ждет. Мастером и куратором данного мастер-класса является Наталья Мезенцева. Чтобы пройти этот марафон, он бесплатный, он открытый, его можно будет пройти в любой момент. Но напоминаю, что мы не вечные, поэтому если вы давно хотели попробовать повязать толстым крючком толстой пряжей, то welcome. Ссылочку оставим на Telegram-бот в описании. Проходите, нажимаете вот эту кнопку «Начать», и он начинает вам выдавать уроки. Урок по пуговке с обработкой, урок по колечку и урок по вот таким листикам. Плюс будет схема добавлена. И, кстати, в ближайшее время переснимем видео на эти листики и схему прям включим в видео для вашего удобства. Если вы еще не знаете, какие инструменты вам понадобятся по вязанию в данной технике, да, таким толстым крючком, то рекомендуем вам прочитать PDF по инструментам, оставим ссылочку в описании к этому видео. Сегодняшняя звезда нашего прямого эфира – главный мастер Раиса Демидова. Раиса Петровна недавно навязала мотивы из шерсти и уверена, что хочет с вами поделиться своими ощущениями. Вяжет она у нас для мастер-класса кардиган, то есть она вяжет кардиган из шерсти. Это такое новое направление в нашей студии, именно мотивы работы с шерстью, тонкой шерстью. Я думаю, что ей будет о чем рассказать и поделиться. И напоминаем, что если вы будете смотреть нас в YouTube, вы можете подписываться на наш телеграм-канал Delay Studio, чтобы не пропускать подобные эфиры, прийти, задать свои вопросы, если они у вас есть. Ну а сейчас я предлагаю наливать теплые чаечки, садиться и слушать Раису Петровну. Если у вас будут вопросы, поднимайте ручку, включим микрофон, она всем ответит. Раиса Петровна, передаю вам слово. Я почему-то не слышу Раису Петровну, может, не включен микрофон. Нет, микрофон включен, просто маленечко где-то задержка. Пытаюсь здесь приготовить все элементы, вся была в вязании, поэтому чуть-чуточку здесь припоздала. Так что выручайте. Лика, теперь у тебя микрофон выключен. Так, хорошо, что ты сказала. Я загорелась идеей связать жиплет из толстой пряжи, но я так подумала, может быть, это даже сильно амбициозно для меня. Возможно, можно начать с чего-то поменьше. И подумала, что у нас же есть манекены, и в целом я не разбираюсь в анатомии, не понимаю в выкройках, но я даже подумала, может быть, попробовать с помощью манекена связать свитер, потому что мотивов надо будет гораздо меньше, чем на плед. И подумала, что можно, например, воротничок, вот как у меня здесь рукава, да, вот здесь резинку сделать, потому что спицами я хорошо вяжу. Именно воротник тут спицами, и, может быть, вниз резинку пустить именно спицами, да, вот связано. Ну, я думаю, что вы понимаете, так, чтобы резинка была. А вот мотивами собрать такой, ну, свободный какой-то такой свитер с плотными вставками мотивов, вот этой сеточкой игольчатой. Мне даже прям сразу же вот тут так нарисовался, что вот тут должен быть гжельский цветок, вот здесь как-то их тоже расположить, там как можно завитки пустить по рукаву, что рукав можно сделать тоже такой немножко объемный, не супер облегающий. Ну, это такой свободный свитер с хорошим таким воротничком, который можно будет завернуть. Я думаю, вы творческие люди, вы меня поймете.
Но я подумала, что это будет быстрее. Не знаю, насколько я справлюсь. Я даже планирую уже вот с собой крючок брать в дорогу, если соберусь. То вроде бы, как Ирина Глазова, я помню, рассказывала о том, что самолет она всегда берет крючок с клубочком, и ее пропускают, не отбирают, ничего подобного. И мне прям захотелось тоже попробовать. Вдруг так время проводить в самолете я еще ни разу не проводила, но мне кажется, это хорошая идея. Я вижу поднятую ручку. Так, включаем микрофон. Наталья Мексина. А мне больше всего нравится в поезде вязать. Едешь, тебя качает, ты вяжешь, и все на тебя смотрят и удивляются, как это так можно сидеть и вязать в поезде и вытворять такую красоту. Я помню, что мама, когда в больницу попадала, там со всех этажей к ней приходили врачи смотреть, что она делает. И она, кстати, вот этот жакет там и связала. Потому что, ну а что делать? Ну сидишь и сидишь, да? Можно повязать. Так, еще вижу микрофончик. Татьяна ручку поднимала. Да, мне кажется, это такая очень медитативная, успокаивающая история. Мне, если честно, сейчас врач сказал, такой стресс словила, и он мне сказал, обязательно чем-то таким спокойным занимайтесь. И я подумала, мастер-класс, можно же тоже его пройти, почему бы и нет? Вот. Татьяна, здравствуйте. Ну, может, случайно микрофон был включен. Ничего, бывает. Вот, и я тоже словила даже себя на мысли. Я связала этот листик. Вы просто поймите, я понимаю, что вы здесь все суперопытные мастерицы. Я вообще никогда не вязала крючком. Для меня это шок, что у меня получается. И когда я связала по видео, я открыла PDF и поняла, что по схеме так удобно вязать, что ты уже запомнил, как там что. И просто можно на схему смотреть. Я ее так на телефон вывела и сама просто смотрела YouTube, какой-то там сериальчик врубила, и по схеме, если что, сверялась, проверялась, правильно ли я вяжу. И попробовала сразу вязать разными крючками, чтобы увидеть, насколько есть разница, какой мне нравится больше. И поняла, что даже мне нравится вот это немножечко перепад в пространстве, да, вот то, что один более плотно связан, потому что крючок поменьше, другим более крупно связано, чуть-чуть рыхловато, но как будто бы в этом тоже есть некий шарм. Не знаю, может быть, это я так по-дилетантски на это смотрю, но мне понравилось. Да, Татьяна, здравствуйте. Добрый день всем. Я только что увидела объявление перед началом эфира, что в магазине Stella Art есть в продаже пеликан. Вот кто-то искал очень. Там несколько цветов они предлагают. Поэтому, может быть, кого-то заинтересует магазин Stella Art. Спасибо. Вы смотрите. Спасибо. Там, по-моему, 8 цветов где-то. Это важная информация. Пеликана действительно стало не так много на рынке. Спасибо за сообщение. Анжелика, еще есть сайт Вязаный РФ. Там пеликан тоже есть, 27 цветов. Ничего себе. Вот как полезно встречаться нам и общаться, чтобы мы все обменялись информацией, потому что я видела, что действительно пеликан не могут найти. Так, я вижу, что Раиса Петровна подключилась. Здравствуйте всем. Ура! Слово. Я пошла делать PDF. Конечно же, сейчас сильно увлеклась вязанием шерсти. Мне очень нравится шерсть. Но я смотрю, то, что Наталья вяжет, это, конечно же, толстушка, которая из толстой пряжи, толстым крючком. А вот я сейчас вяжу, наоборот, тонким крючком, тонкую шерсть. Поэтому здесь разные, конечно же, принципы. Если вы посмотрите, то, в принципе, именно рачий шаг, вот это вот такая вот все вот
это пышные столбики, это витые, это блок-столбики. Конечно же, колечки, вот эти вот такие примитивные элементы, и они очень интересны именно вот в таком сочетании. Вроде бы не очень много каких-то вот таких сложных элементов, но все они настолько гармонично смотрятся, что вот в этой простоте есть гениальность. Мне нравится, конечно же, то, что вы делаете. Я думаю, что будут шикарные изделия. И я думаю, что очень многие здесь мастерицы могут себя показать с той стороны, с которой именно вот их талант может раскрыться именно вот в этой толстой пряже. Здесь, конечно же, могу сказать, что не обязательно делать симметрию, то есть вот это вот классическое ирландское кружево здесь совершенно абсолютно, ну вот, два разных полюса. Поэтому, с одной стороны, это, конечно же, можно отдохнуть, вот, а с другой стороны, это можно просто настолько увлечься, что вот даже Анжелика, которая почти не вязала, нет такого большого опыта, и ей, конечно же, нравится, и я думаю, что сделает какое-нибудь интересное изделие. Поэтому сама тоже наблюдаю и очень жду. Ну, а чем я сейчас занимаюсь, это тоже шерстью. Вот у нас как раз такое время, это зима, это шерсть, это вот такое вот все. Ну, в моем представлении то, что я делаю, это вот так должно быть такое кружевное шерстяное изделие, очень тонкое. Накупила такую пряжу интересную. Это вот Аэлита. Я не знаю, почему не могу найти эту пряжу в интернете, если честно. Покупала ее в магазине «Семеновская пряжа» в Москве. Раиса Петровна, еще перебью, извините. Вот сайт «Вязаный РФ». Аэлита там тоже есть. Вчера не было, сегодня появилась. А вы знаете, вот именно, видите, по 781 метр в 100 граммах. Вот это вот именно вот метраж ниток я не видела почему-то в интернете. И сейчас тоже сегодня искала тоже пряжу, которую можно заменить по длине, по ниточке. Заказала тоже пряжу. Посмотрю, когда придет. И я думаю, что если она подойдет, то я с вами поделюсь этой пряжей. Необходима пряжа такая вот матовая, не то что матовая, не пушистая, вот для элементов, да. Вот эта вот пряжа нам необходима для сеточки, для сборки и для колечек, для пуговок. Вот очень тонкая вот такая пряжа, она подойдет к таким вот тонким элементам, чтобы у нас было все изящно. То есть, смотрите, два разных противоположных таких полюсов. У Натальи такая вот пушистая, такие грубые элементы. И они интересны этим. Вот они вот такие вот, кажется, что они вот такие большие. Ну да, они есть большие элементы, а на самом деле все равно получается оригинально и очень вот, выдержанно и вот так вот красиво. То есть у нас вот идет сейчас два проекта. Один вот такой вот, как у меня, более такой изящный с шерстью, и такой более такой пухленький, такой интересный. И я думаю, что всем понятный. Поэтому на нем легко можно отдохнуть и расслабиться. А я даже сама взяла крючок. Мне тяжело перестроиться на крючок номер 3, если честно. Но вот необходимо вот эти вот крючки обязательно именно к пряже. Потому что стала тонким крючком. Там у меня 2 есть. И то он был тонкий, надо 3, может даже 4.
номер крючка. Поэтому здесь вот такие вот моменты. Плохо было вязать тонким крючком толстую пряжу. Вот. Пыталась тоже сейчас. Хочу подобрать там элемент для Натальи. Я думаю, что будет по поводу пейслика. Вот. Его переделать именно под вот эту вот толстушку. Потому что наш пейслик, который есть, он совсем не по теме, они разные. А вот это вот а-ля вот такую вот толстушку, вот я тоже хочу туда такой придумать элемент для вас. Я думаю, что попробовала. Сейчас там вязала. Ну, а вот по поводу с тонкой пряжи тоже стала провязывать эти элементы, которые вот у вас были фотографии в общем чате. И, конечно же, когда придумываешь элементы, они всегда находятся в доработке. Что-то не нравится, что-то пытаешься исправить. И вот тоже сейчас, когда я смотрела на девочек, которые тоже сдавали домашнее задание по маленькому листику. И мне вот такой момент не очень понравился из-за того, что вот у нас такие листики есть большие. Такие у нас листики есть большие. И они у нас... Сейчас сделаем. У нас симметричные эти большие листики. И получается, вот тот, который у нас есть маленький листик, он вот такой вот большой получается по сравнению вот с этим. А нам надо маленький. Поэтому придумала вот такой вот. То есть маленечко упростила вот этот большой листик. Вот этот большой листик упростила и сделала его поменьше вот таким вот. Как раз его сегодня делала схему. Я с вами вообще согласна насчет того, что схема это вот, Да, я тоже поняла. Очень удобно. Да. Так что для маленького листика с девочками сейчас мы рисовала схему для маленького листика с девочками. Поделюсь. Кстати, я сделаю фотографию завтра при дневном свете. Я их нарезала много-много-много. Вот у них маленькие вот эти листики. Они такие получились интересные. Я думаю, что они больше подходят вот по размеру. А тот, который у нас был, он маленечко большеватый. И по размеру вот я убрала там несколько петель для того, чтобы его уменьшить. Ну и еще одну там хитрость сделала. Вот «Век живи, век учись» называется. Поэтому я думаю, что вам понравится этот листик, который вот сегодня придумывала. Так что будет интересно. Совсем маленечко уже осталось до сборки рукава. Осталось только несколько деталей мне связать. Ну и я думаю, что потом сделаю уже в декабре, скорее всего, будет урок. Потому что здесь еще с манекенами надо разобраться. И только уже после манекенов сделаю сборку рукава. Я хочу, чтобы вы посмотрели, вот, чтобы мы сравнили именно, что такое вот такое воздушное шерсть, такая вот как бы из классического кружева ирландского, и вот толстушка. Я думаю, что и тот будет интересный вариант. Ну, я вот очень хотела бы показать, что это такой, получается, кардиган, более утонченный, более такой вот, ну вот, как бы так сказать. Изящный. Ну, я думаю, что потом посмотрим. В моих вот таких фантазиях я вижу эту сборку. Вот главное, чтобы посмотреть. Может быть, даже частями будем с вами делать сборку, и потом уже на манекене уже вот этими большими такими полосками будем его делать именно сборку.
Так что посмотрим. Вообще придумывать элементы — это настолько интересно. Я думаю, что вы сами, когда начнете уже придумывать элементы, это, скорее всего, это надо будет после того, как уже будут какие-то основы. А основы — это у нас дуплет. Вот. Очень много интересных идей в дуплете. Для того, чтобы потом уже разрабатывать свои элементы, надо вот сначала посмотреть опыт других и поучиться вот этим моментам. Я думаю, что там есть очень интересные и очень разные сложные элементы, которые я бы хотела бы вот на нашем погружении разобрать. Я думаю, что это не мастер-класс погружения, а это тематика. Например, у нас будет тематика именно дуплет. Вот такие. Я думаю, что вообще погружение надо будет делать какими-то такими частями, посвященные, например, вот этой теме, вот этой теме. То есть разные темы будут таким образом. Это, то есть, не один мастер-класс большой. Я вижу это так. Потому что сама понимаю, что не хватает, например, для вязальщицы таких знаний, таких. То есть здесь и обработка, и вот какой-нибудь моменты именно ленточного кружева, когда вот мы можем делать. Потом мы можем это использовать в других своих уже изделиях. Такие. Так что вопросы. Я хотела бы услышать у вас вопросы. Слушай, вот тут добавила такую информацию про пеликан Лариса Каражева. Девочки, этот пеликан производства Индия. Я не очень знаю, это значит, что это плохой пеликан или нет, но зная Индию, я могу предположить, что качество, ну вот, возможно, есть разница. Нет, Анжелика, это один и тот же пеликан. Это один и тот же, да? Ну все, хорошо. Это Индия и это Германия. По-моему, там у них производство, то есть и вот где находится их фирма, я не знаю точно, но всегда Индия и Германия на пеликане всегда отмечено. Так что... Видела, это Альбина включала микрофон, может быть, что-то добавить? Да, Альбина. Вы извините, я вклинилась. Я тоже слышала про пеликан, именно производство Индии от своих мастеров. И они высказывались, что им нитка вообще не понравилась. Но там было написано Индия. Хочу посмотреть свой пеликан. Может быть, давайте я посмотрю, может быть, вы меня там... Я не видела, но вот у мастеров, я уже не помню кто, но мне кто-то написал такое. Так, а может быть, кто-то уже работал ну, может тоже добавить свои комментарии какой-то? Именно с пеликан Индия, из Индии. Ну, я еще в группе спрошу. Угу. Это кто-то из новеньких мне написал. Ну, это важно, мне кажется, конечно, обмениваться опытом, чтобы мы сэкономили друг другу время, потому что, конечно, когда ты сам вяжешь из пряжи и только в конце понимаешь, что... Ну, то есть я думаю, что все прекрасно понимают, что это действительно такая потеря времени, если пряжа подобрана не очень качественно. Вот. Но я очень благодарна всем, кто присылает какие-то ссылки на магазины, ну, то есть кто делится, где действительно подешевле. Вот я видела, что, по-моему, в группе по толстушке уже обсуждение идет, и то, что вот я купила на Валберес Ализе вот эту пряжу, кто-то там рассказывал, что можно именно подешевле, там, конечно, вы платите за доставку, но доставка не такая дорогая, и выходит намного дешевле, чем на Валберес. Я так расстроилась, что я не знала этого раньше. Ну, ладно, вот видите, опыт такой наученный. Хорошо, что хотя бы вот мастерицы обмениваются такими знаниями.
Мотив. Ой, микрофон. Раиса Петровна. Этикетку пеликана смотрю. Вот это вот. И вот здесь в очках даже вот мелкими буквами написано: производство в Индии для ОСВН. Вот. Германия. Вот. Так что здесь другого не бывает пеликана. Вот он, пеликан. Так что другого не бывает. Там кто-то поднимал ручку, включил микрофоны. Девочки, добрый день. Раиса, Анжелика и все. Я то же самое, я сбегала быстренько за этикеткой и хотела сказать по поводу пеликана. Вот все, что сейчас Раиса произнесла, у меня то же самое. Я впервые вижу с этой пряжи, с этой нитки, и мне очень нравится. Все, спасибо. Другого не бывает пеликана. Вот только это вот фирма Вита, это производство Индия и Германия здесь. Можно встрять? Да, налить. Дело в том, что вот я связала из пеликана, это тоже, значит, я так понимаю, что это по лицензии Германии делается в Индии. Дело в том, что в Индии очень большое население, и для удешевления производства всегда отдается такое дело в странах, где дешевая рабочая сила. Поэтому то, что оно произведено в Индии, это нормально. Догляд все равно идет из Германии, то есть технология и ее прослеживание всегда идет таким же образом, почему отдают все в Китай или еще где-то, где рабочая сила дешевая. Поэтому вот то, что оно сделано таким образом, не говорит о том, что оно хуже. И в любом случае, я так понимаю, что пеликан именно производится там, тем более, что в Индии там тоже длинноволокнистый, как говорится, растет хлопок. Поэтому это нормально. Это не говорит о том, что это хуже. Так что вот так вот. По крайней мере, такая, ну, скажем, экономика вообще в мире, что где производится, там, где более дешевая рабочая сила. Что во Вьетнаме, что в Китае, что в Индии. Поэтому, девочки, не волнуйтесь, берите качественный товар. Я из него сделала свой жакет, и по ощущению очень приятный, и по вязанию. Единственное, что пеликан, он немножечко, когда несколько раз перевязываешь, он немножечко слоится. А так, в общем-то, если технология отработана, то идет очень хорошо работа. У меня все. Ну, я знаю, что будет долго вообще служить изделие из пеликана связанного, потому что ниточка двойной мерсеризации, поэтому она очень такая плотненькая, и поэтому здесь она не будет махриться, это точно. Будет после каждой стирки как новая. Так что проверено. Я не знаю, может быть, просто кто-то привык к другой пряже, поэтому, переходя на пеликан, у него есть вот такой дискомфорт, может быть, вот такие вот моменты. Поэтому здесь это просто разные пряжи. Вот. Но пеликана другого не бывает, он только один. Я другого не видела. Вот фирма Вита и все. И у нее только такая вот... Пеликан. Раиса, а чем вы стираете, извините? Чем вы стираете жакет? Вот пеликан, если честно, я стираю в машинке на ручной стирке без отжима. А порошок? Обыкновенный, который у нас для ткани. И все. У меня белые изделия, ну то есть цветных не было из пеликана, то есть с одним цветом и все. Если там цветную какую-нибудь вещь из пеликана, я имею в виду не белую, то, естественно, там порошок использовала для вот этого яркого сохранения цвета. Спасибо. Здесь пеликан, вот он такой вот, ну вот он более такой, как сказать, легкий вот в использовании. Поэтому здесь можно выиграть. С другими, конечно, я так не экспериментирую. Вот с пеликаном можно было поэкспериментировать, и до сих пор, то есть никаких нету. Знаете, вот есть
такие моменты, я давно, как бы вот еще это было в моей жизни, залеживаются изделия из хлопка, и потом желтые пятна какие-нибудь появляются. С пеликаном такого не было, потому что, может быть, стирала именно вот таким образом. Простирывается, прополаскивается все. Отжим только на малых оборотах делала и завертывала бамбуковое полотенце перед этим. А потом только в машинку, на малых оборотах. Но это нам, когда было очень срочно необходимо на следующий день уже, чтобы было все сухое, вот таким образом делали. Это когда у нас на выставке каждый день проходили изделия, вот так вот мы это делали. Ну, а так, может, А просто... свадебное платье, это же из пеликана Да. белое? Да. Оно не пошло пятнами? То есть, да, действительно белое. Нет, оно не пошло пятнами. Я говорю, это раньше, когда я еще не увлекалась ирландским кружевом. Просто вот просто вязала крючком, спицами. И когда полежит изделие, то иногда вот какие-нибудь на белой пряже были желтые пятна. Но здесь нету. Здесь не было. На пеликане не было. Так что белое платье свадебное лежит вообще замечательно. И такой же белый цвет сейчас. Так что здесь вот такой вот момент. Расскажи, пожалуйста, про вязание вот из шерсти. Насколько она сильно отличается от хлопка? Это сложнее? Ну, то есть и по натяжению ниточки. Просто по ощущениям расскажи, потому что не все решаются на шерсть в ирландском кружеве, да? Мне кажется, ты такой, ну, не первопроходец, но все равно ты первопроходец, который может это осветить. Да, вот подобрала, кстати, для своей пряжи вот такой еще мохер взяла. Мохер. Вот такие получились цветочки, лепесточки. И мне не нравится то, что я со знаниями именно вот техники вот этого кружева с тонким крючком вяжу шерсть. И мне прям очень нравится. Даже вот такие даже моменты пытаешься сохранить именно как в хлопке. Но есть, конечно же, свои нюансы. И даже вот эти элементы, которые... Вот мы, например, вот этот листочек я вам посоветую, если вы посмотрите. Сейчас у меня здесь есть крючок с собой. Это крючочком. Ну ладно, я вот так вот возьму. Хочу сделать побыстрее сборку, чтобы вот если вы посмотрите, видите, какие они у них не везде одинаковые. Вот если даже любой вот берешь, вот он такой вот. А как это делать? Мы переходим на следующий ряд, то есть на нижний ряд. И тогда вот они вот такие, получается, на вертушке. Вот. Что же здесь такого еще в шерсти разного? Ну, я бы... Где бы еще бы нашла какие-то нюансы? Нет, ну это только, знаете, у каждой нитки, наверное, свои нюансы. Самое главное, вот как, например, надо было вязать вот эти вот одинаково. Видите, у них основа воздушные петли. Вот чем... Вот когда вы будете вязать в хлопке, вы сразу же увидите, когда у вас одна петля большая. Вот, отличается от других, вот, когда вы вяжете воздушную цепочку. В шерсти, конечно же, такого вы не увидите, потому что ну, это надо будет очень большую петлю связать. Поэтому вот этот нюанс, он сглаживается из-за того, что шерсть. Но для того, чтобы элементы были одинаковые из шерсти, вот из тонкой, необходимо, чтобы воздушная цепочка, на которой связан будет элемент, она была всегда одной длины.
Поэтому рядом с собой линеечка. Вы вяжете цепочку из воздушных петель, которая основой является, фиксируете определенную длину, и по этой длине обязательно потом все остальные следующие элементы должны соответствовать. Тогда у вас будут одинаковые элементы. То есть сначала хотя бы вот зафиксировать начало для шерстяного такого элемента. А вот, например, в толстушке такого, конечно же, нету. Там уже другие законы идут. Хотя это тоже шерсть. То есть для каждого, конечно же, для каждой ниточки свои есть законы. Поэтому, конечно же, надо привыкнуть к каждой ниточке. Вот. Ну, вот нашла вот такую вот под цвет нашла. Вот он, видите, под цвет нашла почти. Нет, вот он. Вот он. Вот он. Видите? Только здесь она как шелковая получается и махеровая, да? А здесь она вот такая вот. Мне она понравилась. И я решила все-таки цветочки сделать пушистенькими. Мне понравилась идея Олеси. Потому что я знаю, что она для кардигана тоже взяла махер для цветочков. И она связала как раз тогда пассифлору маленькую из махера. По-моему, это кит-махер был. Вот. И очень красиво и оригинально. Я решила тоже попробовать. И вот нашла такую вот пряжу в интернете для вот для своего кардигана. Ну, а по размерам, кстати, она тоже вот подходит. То есть это 600 метров в 100 граммах. 600 метров в 100 граммах. Ну, то есть где-то вот здесь вот. Видите, по размеру. Ну и учитывая, что он тяжелее махер, чем шерсть. Вот поэтому у них ниточка одинаковая по толщине. И элементы получаются одинаковые. То есть как бы здесь соответствие идет. Поэтому очень нравится и очень хочется быстрее все уже выложить и сделать такую сборку и вас порадовать, показать вам именно полотно, вот шерстяное такое ирландское кружево из тонкой пряжи. У нас Ирина поднимает ручку. Включила микрофон. Надо и на него нажать еще раз, чтобы мы вас могли услышать. Вот, услышно меня теперь, да? Добрый день. А скажите, пожалуйста, а как себя поведет шерсть после стирки, скажем? Вы знаете, когда вот я отпариваю эти элементы, они как были, так они остаются. То есть они один раз их отпарите, они потом уже остаются в этом состоянии. Самое главное, чтобы утюгом не гладить, а именно паром. Скажите, а элементы сами по себе, они жесткие должны быть? Вот из хлопка, допустим. Знаете, когда вот я отпариваю паром, они становятся мягче. Сначала они очень жесткие сами по себе, когда я вяжу элементы, а потом они уже после отпаривания они становятся такие мягкие. Я думаю, что это будет мягкий такой вариант. И надеюсь, то, что это крючок, я понимаю, что когда мы вяжем шерстью спицами, то может тянуться изделие. А то, что когда мы вяжем крючком, это плотное изделие, и здесь мы будем фиксировать в одном таком положении. Поэтому здесь я думаю, что не будет сильно большого растяжения, если это будет шерсть. Спасибо. Еще Ирина включала Калинина микрофон. Там вопрос. Скажите, пожалуйста, это сложнее, чем ирландское кружево? И мы не запутаемся в этих ворсинках? Видно ли будет там петельки?
Ну, я думаю, что видно будет петельки. Я вижу. Просто это, знаете, это просто надо перестроиться. Все, что вы делаете, вы перестраиваетесь. Вот, например, элементы, когда вы вяжете как бы в определенном таком ну, вот, алгоритме. Точные элементы, точные петельки, все это. Когда идет сборка, там совершенно все произвольно по-другому. И тоже, когда разная ниточка, то абсолютно... Вот почему некоторые с толстенькой ниточки очень плохо переходят на тонкую. Потому что вот этот страх, потому что там непонятно что-то. Я понимаю, что вам тоже непонятно сейчас, видно ли там петельки. Все видно, все хорошо. Так что не беспокойтесь, это просто надо связать и все. Но для того, чтобы вязать шерстью, я могу точно сказать, что надо хорошо знать элементы. Потому что для вас эти элементы незнакомые, например, их лучше всего отвязать в хлопке, чтобы познакомиться с ними. А потом уже, если вы решили на кардигане вязать шерстью, то тогда можно будет именно после того, как вы изучили элемент, связать из шерсти. Потому что если будете распускать в такие моменты, шерсть она плохо распускается. Особенно кид-мохер. Это невозможно распустить. Я сразу же отрезала и выбрасывалась, у меня была ошибка. Извините, я скажу. Я связки крючком 25. Для дочери. Но у дочери и увезли в Армению. И очень понравилось. И носят, стирают в машине на ручной стирке. И даже отжимает машина. И форму он не потерял. А петельки я все видела. И все было, ну как сказать-то, красиво. То есть петельки были видны. Это вот, 100%. Все было очень хорошо. Наталья, а скажите еще раз, что вы связали? Просто у меня звук почему-то пропал на этот момент, когда вы говорили. Болеро. Болеро. О, по Армении гуляет теперь болеро. Я там тоже гуляла в болеро в Ереване. Здорово. Раиса Петровна, микрофон. Да, вот такие вот наши моменты. Конечно же, остались только такие сложные элементы. Здесь уже такие вот элементы уже связаны. Все почти элементы, которые приготовила она. Вот такой вот хорошенький, пушистенький. Вот видите, какой? Такой нежный будет кид-мохер. Мохер. Вот. И я думаю, что интересно вообще с такими элементами, как вот простыми. Ну, даже вот если мы посмотрим, да, вот. Это обыкновенная шерсть, а это у нас вот такая пушистая шерсть. Вот они разные. Видите, техника. То есть ворс здесь. Вот я считаю, что вот таким моментом, когда мы берем разную по свойствам шерсть, мохер, такую вот не пушистую шерсть, то вот эта вот разная структура, она будет очень интересна в кружеве. Мы вот делаем с вами определенную вот такую вот такое новшество. Посмотрим. Но я думаю, что получится красиво. Мне самой нравится и вообще в ожидании. В ожидании. Так. И по вопросикам. Так что... Видела, что Елена Кравцова. Руку поднимала. Вы знаете, у нас здесь Ольга Кузнецова у нас на эфире. Ага, вы уж все слышите меня, да? Раиса Петровна, здравствуйте, девочки, всем. Вот, у меня вопрос такой. Сетка какая будет под эти элементы?
крючком или иглой? И будете ли вы, если вы будете какую-то из ниток раздваивать под сетку, будете ли вы ее усиливать дополнительно ниткой, полиэстером или каким-нибудь хлопком 50-кой там? Вот в этом плане меня вопрос интересует. Уточнение. Сейчас идет речь про толстую пряжу, вы спрашиваете, Елена, или вы спрашиваете про тонкую пряжу? Ну да, у вас там шерсть и кид-мохер. Ну давайте кид-мохер. Вы знаете, я сейчас вязала элементы без какого-нибудь уплотнения. Это только на этой ниточке и был связан элемент без дополнительной какой-нибудь добавочной нити. Усиление, да. Меня интересует не сам элемент, меня интересует сетка. Вот будете вы усиливать сеточку или нет? Или будете вязать как есть? Я, во-первых, не хочу усиливать. Я буду делать тунисскую сеточку. Тонкая пряжа у нас достаточно, она вот такая тонкая, видите? И попробуем сделать как полотно сборки. Потому что здесь вот эти вот моменты, которые вот у нас, вот они должны быть у нас на вот таком сплошном полотне из тунисской сеточки. Тогда они очень красиво будут смотреться. Тем более у нас мы берем тунисскую сеточку из такой непушистой пряжи. Видите? А вот это вот будет пушистая. Понятно. Понятно. То есть вы берете нитку уже готовую. Дело в том, что вот прошлый эфир я слушала Наташу Мизинцеву, да, в принципе, я этот же вопрос и задала. Вот. Ну, она показала, я так поняла, что она нитку раздвоила, основную базовую, и ей иголкой связала уже сетку. Поэтому у меня такое маленькое сомнение есть насчет прочности этой сетки, потому что нитку, когда раздваиваешь, она все-таки нарушается. Поэтому я задаю этот вопрос. Раз у вас полноценная нитка, конечно, это уже вопрос снимается. Раз у вас полноценная нитка будет идти на сеточку, то у меня вопрос снимается. Да, здесь мы попробуем еще и потолще, потоньше, тоже поиграем по толщине ниточки на сетке. Я вот тоже об этом думала, насчет того, что, может быть, такими маленькими островками повязать, и чтобы вы попробовали, например, как по мотивам, просто связать, например, по выкладке рукава верхушечку попробовать. То есть, времени совершенно, конечно же, нет. Все, я все поняла. Спасибо, Раиса Петровна, спасибо. Обязательно. Сейчас это просто у нас идут элементы, но мне также волнительна сеточка, как и вам. Потому что я думаю, что много будет интересных открытий для сеточки, для кардигана. Поэтому я очень хочу начать именно с рукавов, чтобы понять вот это вот, вот эту вот всю систему сборки вот из тонкого кружева именно по шерсти. Так. Чего? Татьяна. Что ты думаешь? Татьяна. Ой, нет, это случайно вышло, прошу прощения. У нас здесь Ольга Кузнецова. Если вы слышите около микрофончика, вы знаете, очень часто вспоминаю вас, и очень красивый ваш воротничок, который вы связали, и он нашел своего хозяина. Ваш воротничок мне очень понравился, он просто шикарный, тем более из новых мотивов, и он совершенно не похожий на вообще другие какие-либо есть воротнички. Вот у Ольги он особенный.
Очень красиво получился. Жакет тоже восхитительный. Я помню. Да. У нее вообще великолепный вкус, приятный. Тем более она преподаватель, насколько я помню, музыки была. Поэтому у нее вот это вот чутье, вот эта вот гармония, оно вот присутствует и в вязании. Приятно. Так что можно даже иногда опять повторять такие красивые фотографии, изделия. Это, Светлана, я к тебе обращаюсь по поводу повторения каких-нибудь красивых фотографий по изделию. Вот если возможно будет, то можно будет повторить еще раз анонс Ольги на такой воротничок у нас в общем чате. Хорошо, сделаем обязательно. Пожалуйста, включите Ольге микрофон. Оля, мы вас слушаем. Все, спасибо большое за вашу оценку. Я очень рада, что я все-таки смогла найти возможность появиться на этом новом мастер-классе. Мне очень нравится, конечно, студия и то, как преподается материал. То, что я все-таки связала кофточку Венеция и сделала как нужно под мышечную часть. Все, спасибо большое. Рада. А сейчас опять тут ковыряюсь маленечко другую тоже. То же самое. Уже вяжу из этого, господи, из Египта. Оставшиеся нитки остались то же самое. И эти красивые цветы, которые вы нам преподавали, вот эти все большие цветы, тоже решила их сделать в новые кофточки. Ну, не знаю, что получится. Уже тут вперед уже связала и начала спинку доделывать. Так что вот. Спасибо большое за ваши мастер-классы. Спасибо. Спасибо, Олечка. Знаете, вот вы вспомнили про большие цветы. Я тоже посмотрела в рилсах, пошли вот комментарии на большие цветы. Я думаю, господи, такой же интересный элемент. Чего же мы его надо его где-нибудь обязательно с ним сделать какие-нибудь изделия. Вот я сегодня, когда просматривала по шерсти, думаю, может быть, по шерсти попробовать сделать такие не в хлопке, а именно в шерсть. Плотные элементы. Я думаю, что будет интересно даже. Ну, посмотрим. Мне тоже было очень жалко их оставлять где-то в стороне, и поэтому я решила их использовать. У меня только единственная вещь, они, знаете, вот видимо, как бывает, партия окрашивания идет, они чуть-чуть немножко желтизной. И поэтому, когда я докупала нитки Египта, я почувствовала, что они отличаются чуть-чуть по цвету. Но так, в общем-то, они в общей массе они не выбиваются, потому что они перекрываются другими элементами мелкими и, в общем-то, должны вписаться вроде бы хорошо. Не знаю, посмотрим, что получится. Очень жду. Да, тоже просто очень хочу уже как бы закончить все свои вот эти хвосты по брюкам, по кардигану и по... Ой, господи, столько их много, честное слово. И также надо будет сделать какие-нибудь мастер-классы по вот, погружению. Вот, то, что мы говорим, что вот такими частями попробовать посмотреть, какие будут интересны для начинающих, вот, кто только вот погружается в ирландское кружево, какие нужны им знания. Не просто мастер-класс, а именно знания, какие необходимы. Ну, это вот просто вот такие вот галочки, которые необходимо сделать, а потом уже, я думаю, обязательно дойдут руки до таких красивых цветов. Но нитки, кстати, я на них уже заказала. Поэтому думаю. Ну, все в процессе. Мне очень нравится вообще, настолько увлекательно именно вязание, придумывать что-то
делать, и ты видишь результат своей работы, и ты находишься всегда в поиске и всегда как в каком-то продолжении. Я думаю, что это настолько жизнь, ну, просто вот даже в некоторых моментах сглаживает вот эти все наши житейские неурядицы, именно вот эта вот красота и вот это вот, ну вот, вот эти вот задачи, которые необходимо сделать. Мне очень нравится. Наверное, скорее всего, вот Анжелика мне говорит, что надо написать книгу именно по технике ирландского кружева, свои вот эти взгляды, свои схемы, свои вот эти моменты по шерсти. Вот смотрите, мы уже проходим хлопок, прошли теперь шерсть, и вот эти все моменты, конечно же, надо отмечать и передавать эти знания другим. Дай Бог, чтобы это кому-то пригодилось. Очень хочу. Потому что по-другому в нашем мире просто не выжить. Надо где-то брать именно красоту для себя сохранения как человека. Поэтому увлекайтесь вязанием. Настолько, во-первых, это организовывает, во-вторых, это ну, просто вас сохраняет в каком-то таком ключе именно спокойствия, вот этой вот гармонии. Вот то, что у Ольги вот эта гармония от музыки, она передалась именно на гармонию вязания. Я просто удивлена. Так приятно смотреть на это все. Поэтому сохраняйте себя. И красота, я думаю, что нас всех спасет. Посмотрите, мы все умные, все красивые, все талантливые. И каждый именно найдет себя, тот талант, который в нем он раскроется. Именно вот когда вы в потоке. А то, что у нас вот каждый раз здесь Светлана нас такими красивыми рилсами в интернете, в Ютубе, в нашей группе общей. Мне очень приятно было, когда я увидела сегодня внучку Алены. Ой, а можно по этому поводу спросить? Шапочка для внучки. Я что-то не очень поняла, не очень рассмотрела. У меня так мутно фотография виднеется. А она вот спросить хотела, она сеточкой элементы соединены или сшиты просто? Просто я бы вот... У меня дочь младшенькая загорелась, и я не могу понять, как она сеточкой или вот просто сшиты элементы. Это надо спросить у Елены. Я думаю, что если ее здесь нету у нас, давайте посмотрим, вдруг она у нас на встрече. Нет, Елена, нет, я тоже залезла посмотреть. Будем ждать. Девочки, можно я скажу? Да, конечно. У меня тоже подобная шапочка, она из листиков сделана, 2 или 3 ряда, по-моему. Я ее с обратной стороны шила обычными нитками. Поняла, что для жакетки это прошло, а для шапочки это не пройдет, что нужно ниточками более тоненькими соединять. Вот. Причем с лицевой стороны, по-моему. Да, и будет очень красиво. Вот. Я тоже выкладывала шапочку, потом удалилась. Хотите, опять выложу? Выкладывайте. Что хотим. Да, надо делиться своим опытом, это будет всегда интересно. Но, кстати, у Елены мы обязательно спросим именно, как она связала такую красивую шапочку. Кстати, у нее внучка, она модель. Я сбрасывала фотографию вот обложки журнала, где она была вот как принцесса на обложке журнала. Так что она у нас профессиональная, такая вот маленькая модель. Она просто гостит у бабушки, и бабушка иногда ей вяжет такие красивые вот шапочки, кофточки, кстати, очень красивые. Там просто артистка. Там такая артистка. Да. Очень классная девочка. У нас еще на прямом эфире кураторы, мастер Альбина Буймейстер и Олеся.
Трапезникова. Я предлагаю дать им тоже слово, чтобы они поделились, как проходят потоки по вязанию, по жакету, по болеро, может быть, что-то интересное. И после этого предлагаю, если вопросов нет, завершать эфир, а то мы уже больше часа. Обычно мы его на час рассчитываем, как всегда. Здравствуйте, коллеги. Раиса, очень приятно. Вообще очень приятно видеть присутствующих здесь. Я хотела бы вот сказать про мастер-классы, которые курирую я, это болеро и жилетка. В болеро мастера просто такие старательные. Просто вот сейчас, вот сегодня Света выложила фотографию, и вот там веточка, ее связала Елена. Она как живая. Это просто... Еще хочу сказать, что вот эти элементы получаются, но мы не видим, что стоит за вязанием вот этого элемента. Там столько много попыток было сделано, и получается результат всегда потрясающий, когда стараешься и перевязываешь. Еще хочу поблагодарить мастеров, которые довязали жакет и сразу же принялись за болеро. Это Анна, это Нелли. Это тоже никакой отдых, сразу второе изделие. Конечно, сейчас внимание мастериц немного переключилось на толстушку, я понимаю, что уже это действительно такое новогоднее, зимнее, хочется еще под елочку съесть и мандаринов в чашечку поставить и вязать толстушку. Я буду это удовольствие получать на новогодних праздниках, сейчас я усиленно вяжу жилет. Мне нужно быстро закончить, я дала себе слово не брать, пока я не закончу. Вот, и хочу, да, согласиться с вами, Раиса, что вы все правильно говорите, как именно так на меня влияет вязание. И ту выкладку, что вы сделали вот из шерсти с завитками, это, по-моему, полочка вот на изделие. Это просто вообще очень вдохновило меня. Это очень красиво, нежно и совсем по-другому. Вот. Спасибо большое всем. Спасибо, Олеся. Я думаю, что когда у вас много-много элементов, хочется их разложить в разных композициях. Поэтому здесь просто фантазия, просто надо обязательно дать себе возможность пофантазировать. Ну вот еще не выкладывала на манекене, а именно вот таким образом я выкладывала как рукав. Ну, я думаю, что мы сделаем тоже и фотографии еще для того, чтобы посмотреть, как получается. Вот. Так что все будет хорошо. Мы с вами будем самые-самые интересные, самые талантливые. Я думаю, что за нами многие наблюдают, и за вашим вот творчеством. Я думаю, что наблюдают не только ваши близкие, но и ваши знакомые. Поэтому здесь надо обязательно себя просто показать. Я думаю, что ваш талант увидит весь мир. Наши девочки этим занимаются активно. Так, давайте посмотрим. Если у нас, наверное, скорее всего, если нет вопросов, то можно будет... Альбина. Альбина. Добрый вечер всем присутствующим. Ну, все мы знаем, что у нас мастер-класс «Жакет» начался еще в октябре. Уже практически месяц мы его вяжем. Но что вот хочу сказать. Как-то сразу мне показалось очень вяло. Но я человек такой, я всегда понимаю людей, все их обстоятельства и придумываю иной раз сама эти обстоятельства. Я оправдываю, потому что кто-то еще ниточки не получил, а тут бац и толстушка. И многие переключились на толстушку, у нас чат замер, но последние дни, я даже могу сказать, это вот 2-3 дня, у меня идет показ наших новых элементов именно от новичков. Причем
сегодняшний день меня порадовал, ну, я не знаю, у меня зашкаливали эмоции, потому что два наших участника мне предоставили элементы, отлично связанные на полмастер-класса. То есть 9 штук разных до малого гжельского цветка, и вторая тоже там подбирается к этому же гжельскому цветку. Так что тоже они сидели, но они, видать, скрывали свои таланты, потому что очень хорошая техника у обоих. Я настолько была поражена, очень хорошая техника. Вот как будто бы они, я не знаю, ну, с нами уже не первый год, потому что каждый мастер, все равно у него свой стиль преподавания, и когда они переходят от одного мастера к другому, все равно это немножечко заметно. А здесь, ну вот наш стиль. Как будто бы вот действительно 2-3 года человек вяжет уже нашими нитками, нашими крючками, с должным натяжением нити, со всеми нюансами. Ну, то есть я была очень и поражена, и обрадована, и ну, эмоции были. Так что у нас дело сдвинулось, и я думаю, теперь начали подключаться у меня девочки с прошлых потоков. Кто пришел в мае, посмотрела, тоже начали выставлять. Так что я хочу обратиться к своим новичкам. Вы задаете темп. Так что теперь на вас равняются все наши, ну, я не скажу сонные, но такие вот мастера, которые любят связать и спрятать, никому не показывая. Но то, что не перестаю уставать, чем больше вы показываете, тем больше эмоций, тем больше мотивации у вас возникает, чтобы быстрее, лучше и качественнее сделать вот это изделие. Ну, это то, что хочу сказать. И, конечно, я очень люблю нашу студию. Это уже признание в любви и для Раисы Петровны, и для Анжелики, и для Светочки, для нашей, и для всех наших кураторов. И хотела бы поделиться, буквально вчера у меня был звонок, мне звонила моя знакомая из Москвы и объясняет ситуацию. Говорит: Альбина, я тут в магазине заговорила с продавщицей, я хочу, чтобы ты с ней поговорила. Я говорю: по какому поводу? Она говорит: ну, она тоже вяжет крючком. Я говорю: ну хорошо, я поговорю. И было очень приятно, когда мы начали с этой Ольгой разговаривать. Она, оказывается, вяжет ирландское кружево. У нее своя школа онлайн. Но я так поняла, она говорит, что у нее участники только свои, ну, среди своих, так, маленький контингент. Я сказала, что я сотрудничаю с Delay студией. Она очень много лестного сказала в наш адрес. Меня это очень порадовало и как-то взбодрило, и гордостью я напиталась. То есть люди вот, совершенно незнакомые. А потом она мне, ну, мы обменялись телефонами, она мне сказала: я, извините, не толком не расслышала фамилию, но я проверила, в Инстаграме она есть. Ольга Берлианидзе. Я говорю: а я тоже эту фамилию слышала, на слуху она у меня. Так что с одной стороны конкуренты, а с другой стороны конкуренты нами восхищаются. И это очень-очень, не знаю, для меня какая-то положительная эмоция прошла.
Так что вот такие бывают случаи совершенно неожиданно, совершенно и очень-очень приятно. Так что я хочу сказать своим девочкам по поводу наших новых элементов. Когда вы будете вязать новые элементы, попробовали раз, покажите это фото, вот покажите его. Просто есть такой контингент, я сама к нему отношусь. Я буду сидеть, долбить и сама в этом вариться, пока я не свяжу правильно. На это уходит уйма времени и уйма затраченных сил. Если вы поделитесь, мы быстренько все сообща найдем вашу ошибку, и вы уже дальше будете вязать как положено. Вот такое небольшое пожелание хотела бы сказать. Ну и, конечно, всем легких петелек. Пускай у вас все получается, все складывается, пусть у вас все будет дома хорошо, чтобы вы со спокойной душой могли отдаться нашему прекрасному, такому интересному занятию. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Альбина. Нина, вы подключили микрофон, у вас включен, вы хотели что-то сказать? Возможно, случайно. Ох, мне так, знаете, речь Альбины понравилась, прям до слез, если честно. Особенно про любовь. Тоже так. Даже вот когда я начала вязать, я подумала, блин, как же много мы важных таких, уже создали такой важный большой арсенал информации мастерам, который можем передавать. И это было вот у меня перед носом. Я не знаю, мам, может быть, когда-нибудь я в старости открою твои уроки и начну по ним вязать. Но мне кажется, я до тебя никогда не дорасту. Но мне прям было просто приятно, что вот я сейчас даже столкнулась с тем, что такой стресс там, и врач говорит, вяжите, не знаю, там, собирайте пазл. То есть она прям сказала обязательно не нервничать и что-нибудь таким успокаивающим заниматься. И я подумала, раз, извините, это студия ручного кружева, почему бы и нет, почему бы и не попробовать, да, раз надо успокоиться. И прям сама же себе говорила мысленно спасибо за PDF, сама себе говорила спасибо мысленно за монтаж видео, спасибо говорила за то, что у нас столько людей пришло, поддерживают друг друга, помогают, вдохновляют, что мы столько интересных людей узнали за эти 5 лет. И вот я наконец-то сама начала вязать, пускай там толстым крючком, но все равно прям вот столько благодарности испытала и прям мысленно благодарила себя ту 5-летнюю, 5 лет назад, которая была, и такая, попробуем. Очень приятно. Очень приятно, правда. Знаете, извините, я забыла добавить организационный такой не очень момент. У нас 2 оплаты произошли через сайт NoName. То есть человек написал свою почту, мы написали на почту, но именно Telegram, телефон не указал, и мы поэтому не можем этого человека найти. То есть это 2 оплаты от 2 людей разных. Если вы еще почему-то не в чате по МК Толстушка, знаете, мы пытаемся вас найти, напишите нам, пожалуйста. Если что, мы писали вам на почту. Вот, это такая организационная история. Дамы, я очень вас люблю и благодарю за то, что вы поддерживаете проект. Благодаря вам он существует. Все, что мы делаем, это... Правда, благодаря вам и для вас. Я надеюсь, вы это видите, как мы растем. И я уверена, что через пару лет это уже будет, может, не прям красная ковровая дорожка, но это точно будет коллекция.
И это точно будет известность, да, какая-то уже в мире моды, потому что мы туда стремимся, и как минимум мы лежим в данном направлении, но мы стараемся. И недавно смотрела очень интересное видео, называется «Искусство открытых вопросов», и там были такие вот две фразы, которые меня сильно зацепили. Это то, что масштаб вторичен, привычка первична, скорость вторична, направление первично. Прям вот захотелось поделиться с вами, потому что оно так и есть. Привычка и направление – это то, что идет первично, а масштаб и скорость – это уже вторично. Поэтому не расстраивайтесь, если вы вяжете медленно. Если что-то не получается, все нормально. Скорость, она вторична. И вот еще есть такая интересная тоже фраза. Достижение результата является не целью, а побочным эффектом в жизни в соответствии с вашими ценностями. Достижение результата является не целью, а побочным эффектом в жизни в соответствии с вашими ценностями. И думаю, что вот то, о чем сегодня говорила Раиса Петровна и наши мастерицы, действительно, когда вяжешь, да, когда ты что-то создаешь своими руками, мне кажется, это действительно про любовь и красоту. По-другому не может быть. Микрофон. Слова, которые ты сейчас сказала, я, знаете, вспоминаю всегда своего учителя Марину Ивановну, потому что у нее выстроено было в жизни как побочная, да, эта цель. То, что ее вот такое было интересное мировоззрение, и как она к этому подходила, просто удивительный был человек, правда. И с такими людьми, я думаю, что вот я вот родилась рядом с ней. Да. Поэтому, конечно же, цель вторична, а вот наши все мысли и наши вот эти ощущения, они первичны. И мы создаем то, что у нас внутри, оно все равно будет то, что вот у нас вот вокруг нас, рано или поздно. То есть вот это внутренний мир, он равен всегда внешнему. Не забывайте про это. Спасибо большое, что пришли на эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. Помните, все, что мы делаем, это для вас и благодаря вам. Берегите себя. До свидания. До свидания.